Друзья, всем большой привет, с вами Настя. И сегодня Настя не одна, я решила вас кое с кем познакомить. Смотрите, какая прелесть. Это щенок Тей, 2 месяца, западно-сибирской лайки порода. Появился он у нас совсем недавно в связи с событиями. Скорее всего, тоже многие из вас знают, да, умер у нас любимый пес после болезни. Вот мы позвонили его хозяйке, кого его покупали. И оказалось, что у них уже есть щенки. Вот. Ну, мы без раздумий поехали его, взяли. Это кровный брат. Тей по-японски так и означает младший брат. Да, молочный младший брат. Зубки у него острые. Ах ты острые. Это вот прелесть щенячья. Знаете, сколько весит? 2 месяца. 10 килограмм. Вообще с ума сойти. Привезли 6600. Это около 1,5 месяцев ему было. Вот там у него сердечко на животике красиво. Он у нас принц благородных кровей. Самый-самый сладкий мальчик, да? Мальчик любит целоваться? Да, мальчик любит маму? Маму любит. Ой, сладкий мальчик. Лайки очень ласковые собаки. Они очень сильно привязаны к своим хозяевам. Единственный минус котят данной породы, ну, так они охотничьи собаки. Они очень активные. Им нужно много гулять, много внимания. Они очень любят много внимания. Прям, я бы сказала, прям собака-эгоист. Все внимание только на эту персону. Да, нужно много внимания, много гулюшек. Их нельзя содержать ни в коем случае на цепи. Даже вольеры они не переносят. Как они переносят одиночество и разлуки с любимыми хозяевами. В общем, плакать. Ай, больно, ты чё, у тебя зубы какие острые, Теюшка. Ну ладно, это я сейчас так на камеру не ругаюсь. Я сейчас тебе схвачу за нос. Хватит по кусушке делать. Он парень игривый, красивый, эй, покрупнее. Ой, так возьму тебя на ручки. Он когда на ручках сидит, он так поскромнее, конечно, парень. Он комбайнчик целый, теленочек уже. Скоро будет, как в том мультике, папая, да? Ну вы напишите, пожалуйста, нравится вам такую прелесть обозревать в кадре или нет. Ну все, больше не буду уже снимать, время идет. Мама будет дальше всем показывать, как плести карабульку. А ты пойдешь дальше играться, да? Все. Скажи всем пока. Скажи всем пока, друзья. Пока. И на этой позитивной ноте давайте приступать к дальнейшему плетению короба. В прошлой части, в первой, я показывала, как сплести прямоугольное дно с выводом стоек. Стойки, как вы помните, я фиксировала при помощи резинки бельевой. В таком состоянии короб у меня простоял около 2 суток. И, как вы видите, резинку я уже сняла. Стойки, они высохли, они зафиксированные. Вот они сами по себе стоят. Возникли у вас вопросы, в которые вы писали мне в комментариях. Вопрос первый, очень актуальный, по поводу того, что дно выгибает, да, прогибает винтом, как бы выкручивает очень часто. И не только прямоугольное, бывает такое случается и с дном овальным, круглым и так далее. Этому вопросу я уделю отдельное внимание. В общем-то, будет отдельный ролик чуть позже. Все вам подробно расскажу, с чем это может быть связано. Вопрос второй. Я считаю, что он правильный, тоже актуальный. Я не помню, как-то я уже поясняла в каком-то из своих видео, еще раз объясню. Когда я выплетаю дно прямоугольное, само дно, я всегда его плету ровно по размеру формы. Но затем я же плетаю один ряд по периметру, да, двойной веревочкой. И я пояснила, что я, во-первых, этим рядом фиксирую диагональ, да, полностью свое плетеное дно. Во-вторых, скрываю места наращивания стоек. И в-третьих, когда стойки мои уже подняты, видите, здесь образуется зазор. Когда я начинаю плести первые ряды, как вы видите, да, по этой стенке, которая соприкасается с формой, там есть зазор ровно в толщину трубочки. То есть вот эти стойки, они топорщиться не будут. Они будут ровненько стоять вот так вот вертикально. У стенки плетеной есть тоже своя толщина. И, в принципе, этот момент, он правильный. Поэтому этих зазоров бояться не стоит. Единственное, что
если вы, допустим, не хотите этого делать, да, вот нос сплели и сразу стойки подняли наверх, пожалуйста, я как бы не запрещаю вам этого делать. Я показываю, обращаю еще раз на это внимание, я показываю, что я делаю и как я делаю, и пытаюсь объяснить, почему я это делаю. То есть рационально объяснить. Так я это вижу. Вы же можете делать абсолютно, как вам больше всего это нравится, как вам удобнее. Я никогда не настаиваю на этих моментах. И сейчас по угловым своим, так, по углам формы, форма из сэндвич-панели, я напоминаю, вот в этих местах она острая. Вот закреплена здесь саморезами. Вот, можно, допустим, обклеить малярным скотчем или обычным. Я уже сейчас, уже долгое длительное время подставляю картонные уголки. Для чего? Картонные уголки я подставляю, во-первых, не травмируется трубочка об острые углы, когда я плету, когда форму вынимаю. Во-вторых, картон, он имеет, пускай минимальный, но какую-то свою толщину. Когда я какой-то там на высоту трубочки 30 сантиметров, да, проплетаю свой короб, и мне нужно эту форму поднять, если она у меня выше, 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 потому что форму я уже в одном своем ролике рассказывала, сейчас делаю не очень высокий, я просто поднимаю его. То есть, во-первых, я экономлю на материале, во-вторых, делаю из-за того, что я вынимаю картон, и форма просто сама по себе выходит. Очень легко и просто, без проблем. Потому что форму на высоком изделии тоже достаточно тяжело и проблематично будет вытаскивать. Плетение первого ряда я начну с подстановки 3 рабочих трубочек, так как у меня первые ряды будут узором веревочка из 3. И делаю я подстановку с той стороны, где у меня не будет располагаться ручка-прорезь. Немножко клеем прокапала. Трубочки я уже предварительно подрезала, заострила. И просто за стойкой, там у меня плетение, за стойкой прям в плетение аккуратно подставляю и ввожу. Оставляю. Так, излишки убираю, если нужно. Аккуратненько. Клей я использую, напоминаю, полимерный, он контактный, схватывается все быстро и намертво. В этом его преимущество. Все подставила. Не забываем, что стойки первоначально обязательно нужно пометить. Все, подставила 3 рабочие трубочки. Фиксирую стойки, прижимаю их ровно к форме. Беру левую крайнюю рабочую трубочку и начинаю заводить за следующую свободную стойку. Здесь все просто. Я надеюсь, что все умеют плести узор тройной веревочки. На этих моментах я останавливаться не буду. Напоминаю, что все полезные ссылки по наращиванию трубочек, по поводу переходов на узоры, есть у меня тоже отдельное видео. Узор тройная, двойная веревочка и ситец 3 основных. Там все я показала. В общем, заходите в описание под видео и найдете всю полезную информацию. На первом ряду я дополнительные стойки в угловых не подставляю, просто проплетаю, чтобы было место для подстановки. Придерживаю, плотненько обнимаю и завожу за следующий. Вы видите, я обняла, вот пальчиком зафиксировала и завожу за следующую стойку плотненько. Эту сразу выравниваю, продолжаю плести. Я не опустила, не опускаю. Видите, вот эту вот трубочку вниз. Нижняя у меня ложится под первый. Доплела первый ряд, подошла к первоначальным стойкам. Вот они, 1, 2, 3. И теперь ряд закрываю. Ну, как всем известно, да, плетем мы с левой крайней трубочки, а закрываем ряд с правой крайней. Через 2 за 3. Сразу поправляю стойку. Немножко прогибаю вот эту трубочку. То есть она не натянута у меня. Видите, вот эти виточки, они у меня как бы идут такие немножко с прогибчиком. Вот и я эту также трубочку сразу выкладываю. Опять беру крайнюю правую. Аккуратно завожу за стойку, за вторую. Немножко уплотняю. И последнюю. Все, завела. И вот сейчас я смотрю, чтобы нигде у меня перепадов не было. Визуально, чтобы все было правильно. Ну и дальше я продолжаю плести тройную веревочку. И сейчас покажу, как
происходит подстановка угловых стоек. Дошла до угловой стойки. У меня здесь 3 трубочки заготовленные. Я их заостряю, немножко срезаю до плотной части, именно где мягкую часть срезаю, а плотную оставляю, заостряю. Получаются вот такие кончики, видите, острые. Я немножко их тоже срезаю. Но вы можете этого не делать, я просто показываю, как делаю я. Напоминаю, срезала. Так, теперь обязательно, а можно и не обязательно, прокапываю клеем. Слегка-слегка, мне чисто, чтобы оно там где-то трубочка это схватилась и просто не выскочило. Эти стойки, как вы видите, у меня идут четко по центру, по углу формы, поэтому я вот эту дополнительную стойку, я ее подставляю ровно посерединке, то есть ровно по ребру угла формы. И образую вот этот небольшой такой треугольничек при помощи этих стоек. Теперь я подошла к следующей угловой стойке, там, где, видите, у меня она сдвинута, ну, двойная стойка, сдвинута чуть левее. Подставляю дополнительную третью стойку, теперь не перед ними по центру, а справа. Опять образует уголок. Всегда от угловой стойки идут последующие вроде близко-близко-близко к форме, и потом немножко начинают отклоняться вот туда уже ближе к углу. Здесь то же самое, но так у всех. Вот эти стойки перед угловой, они немножко как бы отходят. Скорее всего, это происходит из-за плетения момента, и они начинают просто так себя вести. Мы проплетаем крайние перед угловой стойкой, плотно их придерживаем. Фиксируем, конечно же, к форме, как и все остальные. Они должны быть прижаты. Теперь смотрите. Вот этой левой трубочкой рабочей мы ею именно, когда заводим за угловую, и именно ею фиксируем зажатость, плотность прилегания стоек к форме. Поэтому обращаем на нее тщательное внимание, чуть сильнее ее плотнее выкладываем. Заводим за угловую стойку. Фиксируем четко. То есть, если зафиксировали, то стараемся уже не отпускать. Так, камеру-то я немножко опущу. Зафиксировали. Вот эта ваша стойка угловая, она также немножко топорщится. Вот именно угловую стойку прижимать к углу во время плетения я не советую. Также я показывала уже в каком-то своем видео, что ее наоборот нужно немножко от себя, точнее от угла на себя выводить. Там зазорчик небольшой оставляет. Для чего? Если вы ее прижимаете плотно к углу и дальше начинаете заводить рабочую трубочку за следующую стойку, что происходит? Она выходит вот от этой стойки. Угловая стойка пытается все равно, и вот эта тоже стойка, тут происходит сильное сопротивление, они пытаются вернуться обратно. И вот эта рабочая трубочка тянет следующую за угловую стойку. Она ее выпячивает, то есть само натяжение, оно и выпячивает. Поэтому, когда мы проплетаем угловую стойку, мы ее немножко отклоняем. Лишь после этого заводим за следующую. И у нас натяжение как такового здесь не образуется. Дальше мы прижимаем следующую за угловой стойку. И уже другой рабочей трубочкой ее фиксируем. Когда вы проплетете прямоугольное дно, про что я вам говорила, да, вы дополнительный зазор при поднятии стоек не делаете, и они у вас очень сильно отклоняются. Сильно отклоняются. И вот это натяжение, оно влияет вот на вот эти моменты. То есть моменты, все взаимосвязано. Понимаете? Также при выплетании коробов с прямыми углами, чтобы обозначить четче угол, я поступаю следующим образом. Рабочую трубочку довожу до угла и не обнимаю ею этот угол, а делаю небольшой внутри надломчик, четко выставляю углом рабочую трубочку и уже только после этого завожу ее за стойку. Ту трубочку ниже также подламываю и завожу за следующую.
Закончила плетение 5-го ряда тройной веревочки, при помощи которой я четко зафиксировала все свои стойки. Закрыла ряд. И сейчас мне нужно переходить на выплетание узора крестики. Подробный мастер-класс есть на моем канале. Ссылку я также оставлю в описании. Сейчас же не очень подробно, по-быстрому, но вполне понятно. Мне нужно подставить 2 дополнительные рабочие трубочки, потому что для выплетания этого узора необходимо, чтобы из-за первой стойки и за последней выходила по одной трубочке, а из-за средний пучок из 3 рабочих трубочек. Подстановку я буду осуществлять следующим образом, чтобы не было нагромождения слева от первой стойки, из-за которой рабочие трубочки выходят, и слева от второй я трубочки заострила рабочие, подставила, и теперь вывожу их наружу из застоек. Вот раз одну вывела и 2 вторую. Четко все. Возвращаю обратно свои рабочие трубочки. Так, по рисунку. Так и так. Теперь у меня получается из-за первой стойки 2 выходит, из-за второй тоже 2. А мне нужно, чтобы из-за средней 3 выходило. Я верхнюю приподнимаю и ту, что подставляла, вывожу также из-за второй стойки. Вот сейчас у меня из-за первой стойки 1 рабочая трубочка, из-за второй пучок из 3 и снова одинарная рабочая трубочка. И здесь, как вы видите, да, перепада такого нагромождения нет. Все очень даже достойно, пристойно. Теперь одинарную трубочку пока левую крайнюю оставляю, беру пучок сразу из 3 рабочих трубочек. И как мы плетем ситец, перед одной стойкой за следующую завожу. Перед тем, как заводить, вот я довела, немножко подогнула. Сразу обращаю ваше внимание, подгибаю обычно рабочую трубочку я четко перед стойкой четко по центру, если они у меня двойные. А тут можно делать зазоры чуть-чуть, прям слегка подальше. Но я обычно перед правой вот этой второй стойкой делаю. Потому что очень плотное плетение и, в общем-то, будут зажиматься стойки. Так, фиксирую руками, чтобы здесь не было заломов. Придерживаю пальчиком, прижимая к форме. Стойку немножко на себя, рабочие трубочки завела и укладываю их вниз. Не очень плотно, чтобы не сдавить нижнюю рабочую трубочку. Теперь беру левую крайнюю. Также провожу ее перед стойкой и завожу за следующую. Вывела. Вот что получается. Там у меня, получается, выходит снизу 1 рабочая трубочка, поверх другая одинарная и за следующий пучок из 3. Оно так дальше и пойдет. Беру верхнюю одинарную. И у меня идет... Тут свободная стойка, получается, через одну до следующей свободной я вниз укладываю одинарную рабочую трубочку верхнюю, подгибаю ее перед стойкой, фиксирую, пучок из 3 рабочих трубочек немножко увожу на себя наверх и завожу эту одинарную за стойку. Выложила, все бросила. Стойку слегка поправила одну другую, но все выровняла. Теперь пучок из 3 слегка тяну как бы вправо, но очень слегка. И аккуратненько опускаю вниз. Опять не сдавливаю нижнюю рабочую трубочку. Все. Выложила. Снова завожу этот пучок за следующую стойку. Аккуратно. Вот таким образом. Теперь левую крайнюю, которая у меня осталась, одинарная трубочка, я ее выкладываю крестиком перед той трубочкой, которая уже у меня заведена была, и образую узор. Вывожу ее через одну стойку поверх, получается, за следующую. Вот. Образовала крестик правильный, слегка его придерживаю, подгибаю рабочую трубочку, завожу ее за стойку и плотненько выкладываю. Здесь тоже можно поправить. Далее манипуляция будет повторяться. Опять беру верхнюю. Видите, у меня опять 2 выходят, а тут 3. Верхнюю беру, фиксирую стойки,
провожу перед стойкой за следующую свободную. Опять ее прижимаю, 3 приподнимаю, завожу. Завела, все, выровняла. Выровняла, опустила. И сейчас мне нужно будет делать наращивание. Конечно же, этот момент я вам покажу, как и момент плетения данного рисунка на угловых стойках. Так, наращивание лучше не производить сразу скопом где-то в одном месте, да, за какой-то одной стойкой, а как-нибудь поочередно. Так что я буду делать наращивание здесь, здесь и получается вот здесь. Вот так. За 3 также стойками. Наращивание я произвожу точно так же, как и при выплетании простых узоров. Срезом на себя. Очень аккуратно. И трубочки заостряю при необходимости. Срезаю у рабочих трубочек, которые сейчас буду наращивать, обязательно кончики. И не забываем про клей. Смотрите, здесь такой момент, если вы используете, допустим, клей ПВА, да, а он подольше будет схватываться, вы должны этот момент учитывать. Я все-таки вас предупреждаю, потому что мало ли что скажете, вот у нее вот так, а у меня вот не так. И опять начнутся вопросы, какие-то недопонимания. Я хочу, чтобы у вас все проходило гладко и без всяких каких-то там возможных нюансов, проблем. Так, аккуратненько наращиваю. Излишки клея сразу убираю, потому что эти сгустки потом образуются такие, они становятся белесые, именно у клея полимерного. Ну и все. Вот я нарастила. Давайте даже поближе вам все это покажу, насколько это возможно. Сразу трубочки 3 рабочие завела за стойку. Не натягиваю. Видите, у меня вот тут вот прям свободненько. Не затягивайте плетение, иначе будет все стойки начнут двигаться. Нам не нужно этого добиваться. Беру опять левую крайнюю, образую крестик. Фиксирую его. Завожу рабочую трубочку за стойку. Завела. Слегка поприжала. Все у меня здесь ровненько получилось. Угловая стойка. Так, беру. На угловых стойках, кстати, они могут по-разному этот узор укладываться. Может, сейчас, вот видите, 3 трубочки перед угловой стойкой, а может быть и наоборот. Ну, в общем-то, на самом деле не принципиально. Просто покажу, как это вообще происходит. Беру по рисунку одну рабочую трубочку, веду ее через одну стойку вниз до следующей свободной. Эти приподнимаю, подгибаю, аккуратно завожу. Аккуратненько. 3 рабочие трубочки опустила, выровняла. Теперь смотрите, четко опять фиксирую угловые стойки. Как я и говорила, их не прижимаю к форме. Немножко делаю зазор. Но я даже чувствую, там буквально зазор, может, там, не знаю, миллиметра 2-3. Образую четкий угол, как и при выплетании тройной веревочки. Вот таким образом подгибаю. Образовала четкий уголок, довела до следующей стойки. Стоечку выровняла. Перед ней сделала в нужном месте подгибчик. Завела за стойку. Сразу пучок из 3. Выровняла. Беру левую крайнюю одинарную. Образовала узор. Завела за угловую стойку. Все примяла. Опять поправила. И таким образом буду плести дальше. Узор на самом деле плетется очень-очень, в принципе, несложно. Главное научиться вот эти рабочие трубочки, их плавно выкладывать, чтобы они нигде не переламывались. Камера у меня сдвинулась. Чтобы не переламывались. Трубочки, соответственно, должны быть гибкими, в меру увлажненными, не пересушенными. Выложила, подогнула.
оттягиваете стойку, заводите рабочую трубочку. Опять увожу вниз, завела. Так. Да, я вам сейчас до конца покажу. Возможно, мне в этом месте уже нужно будет делать наращивание. Но здесь ничего сложного нет. Поправила и снова ее завела вниз. И по идее снова вот у меня сейчас раз наращивание, 2 наращивания и 3 наращивания. Все, увидимся уже в самом конце. Покажу, как делать плавный переход. Заканчиваю плетение узора, подошла к первоначальным стойкам. Так, как всегда, стоек на коробе прямоугольном, квадратном, там овальном, круглом всегда четное количество. Если только вы не подставляете дополнительные какие-то стойки или одну не убираете. Поэтому рисунок на четных стойках всегда совпадает. Если вы вдруг решите проплести данным узором определенную высоту, да, то есть вы его продолжаете дальше плести, будет просто небольшой переход, вы не останавливаетесь, продолжаете действовать до тех пор, пока какое-то количество рядов вам нужно, вы не проплели, и закрываете точно так же, как я вам сейчас покажу. Так, вот они мои 3 первоначальные. 1, 2, 3. Ничего не меняется. Вот эту верхнюю одиночную уводим вниз. Давайте я поближе вам все поднесу, чтобы уж прям наверняка было все понятно и видно. Вот верхнюю по рисунку я увожу вниз. Это моя первоначальная стойка. За стойку сразу плотненько перед рабочей, видите, там трубочкой вывела. Раз. Рабочие вот эти, так, 3 рабочие трубочки у меня получается, пока я их оставляю вот так. Беру левую и вывожу снова за стойку. Эту рабочую трубочку, которая у меня сейчас вниз ушла, я ее вот тут аккуратно подрежу. Можно будет ее подклеить, но я ее буду обрезать. Мне сейчас нужно, чтобы у меня наверху снова образовалось 3 рабочие трубочки, которые будут выходить из-за каждой стойки. Дальше я продолжу плетение тройной веревочкой в 2 ряда. И как мне этого добиться? Я беру... Так, вот эту крайнюю нижнюю трубочку, сминаю ее, Мне нужно этот хвостик сейчас вывести вот сюда, наружу, так же, как и эту, в отверстие и вниз. Что я и делаю. Сейчас, конечно, не очень такое неудобство возникло, потому что эти хвостики прям мягкие, они короткие. Ну, вполне возможно. Видите, я выложила, подтягиваю вниз. Хорошо. Подтянула. Вот эту вторую, которая поверху, выведенная вниз уже осталась, я ее дальше довожу до следующей 3-й стойки, подгибаю. Завожу за эту стойку. И что сейчас вы видите? У меня образовалось 3 рабочие трубочки, как бы выходят из-за каждой стойки. Но по рисунку нужно, чтобы вот этот узор, он как бы продолжился, да, чтобы здесь был крестик. Поэтому я сейчас здесь все подтягиваю, проминаю. Вот видите? Но эти трубочки рабочие я оставляю. Хвостик сразу подрежу один.
покажу впоследствии, как я исправлю вот эту ситуацию. Здесь у меня будет проплетена тройная веревочка. Я просто обрезок трубочки подставлю и при помощи подклейки просто этот хвостик таким образом наложу. И по всему периметру моего короба будет одинаковый рисунок. Можно, конечно же, вот эту рабочую трубочку, которая из-за первой стойки, ее также вывести крест-накрест и завести, допустим, куда-нибудь сюда, да, вовнутрь. За эту стойку вывести ее отсюда, там припрятать. Можно это сделать, но тогда будет нужно дополнительно здесь подставлять новую рабочую трубочку. То есть, в принципе, все одно и то же самое, только с другой стороны. Я лично привыкла поступать так. Вас предупредила о всех возможных вариациях. Из-за каждой стойки, которые хвостики у меня остались, я их нарастила новыми рабочими трубочками. Обрезала лишний опять хвостик и продолжаю плетение. Плетение тройной веревочки. 2 ряда сплету и тогда далее увидимся с вами вновь. Проплела второй ряд тройной веревочки, закрыла его. И далее мне требуется плести узором ситец. Для этого мне нужно четное количество рабочих трубочек, так как у меня стоек тоже четное количество. Чтобы рисунок совпадал, в общем-то, мне нужно либо подставить еще дополнительно одну рабочую трубочку и плести 4 вдогонку, что я и буду делать, либо одну рабочую трубочку припрятать и плести 2 уже. Ну, как вам больше нравится. В общем, я 2 варианта сейчас вам предложу. Если вы боитесь плести сразу 4 вдогонку, то тогда одну трубочку прячьте. Я обычно это делаю так. Вот крайнюю правую рабочую трубочку, которую уже завела, я ее хвостик дальше проминаю и вставляю в плетение, вывожу наружу. Вот таким образом. И потом просто подрезаю. Плетение продолжаю вот этими 2 трубочками. Это если вам сложно плести 4. Я же буду плести сразу большим количеством рабочих трубочек, поэтому я возвращаю все их обратно, наращиваю за стойками, возвращаю обратно, закрываю, вставляю их 3 и подставляю 1/4 дополнительно. Так, 3 перед. Обычно это можно делать либо подклейка, можно и подстановочный вариант использовать. Опять слева от стойки вставляю рабочую трубочку, вывожу ее сзади из-за стойки наружу. Вот у меня образовалось 4 рабочие трубочки. Ситец плетется очень просто. Из-за стойки выходит рабочая трубочка, огибает следующую и через одну заводится за стойку. Беру следующую рабочую, опять через одну, за другую. То есть, когда вы плетете 2 рабочими трубочками, вы их вместе наращиваете, да, 2. А в 4 трубочки высота поднимается быстрее. Переходы при выплетании ситца не требуются. Это вообще очень-очень комфортно и удобно. То есть у нас просто в работе сразу их 4 штуки. Все. Наращивание также производится за каждой стойкой по отдельности. Вот 1 стоечка, 2 стоечка. Здесь также уголок я вывожу четко, делаю его прямым. Наращивание за этой стойкой и за следующей. Ну а теперь покажу, как подставить дополнительный крестик к моему рисунку. Здесь у меня обрезок трубочки, он еще влажноватый. Смотрите, вставляю в плетение здесь трубочку, прокладываю крестиком до нужного места. Довела, примерно ориентировочно смотрю, какой мне нужно делать срез. Подрезаю трубочку, просто вставляю ее в этот пасик, в отверстие,
Вот и все. Никакой даже подклейки не потребовалось. Далее, когда я буду корзинку покрывать лаком, грунтовать, все это склеится уже намертво, никуда ничего не отвалится. Я же сейчас продолжу плести узор ситец до нужной высоты и увидимся с вами далее.